Любимые, милые, всем привет, всех люблю и обнимаю, с вами Солнечный Ангел. Сегодня я поведаю реальную историю из моей жизни. Когда мне было 17 лет, я активно практиковал йогу, медитации, и после длительных практик я ощутил нескончаемый поток любви. То есть было некое состояние блаженства, инсайта, неописуемые чувства, и длилось всего лишь 1 минуту. После этого я лег спать, и спустя короткий промежуток времени я попал в состояние между сном и бодрствованием. Из моего окна, а я живу на 14 этаже, пошел яркий голубовато-светлый оттенок света. И он начал обволакивать комнату и меня. У меня было ощущение, что этот свет как бы проникает сквозь тело и сканирует меня. Потом свет исчезает, и я вижу в большом окне за стеклом большой летательный аппарат линзовидной формы. Он начал потихонечку отдаляться от моего окна, спускаться чуть ниже и полетел к другим домам в поисках иных субъектов. Откуда знаю? У меня было ощущение, что как бы на интуитивном уровне я чувствовал, что хотят делать данные инопланетные существа в этом летательном аппарате. НЛО, неопознанные летающие объекты. Но самое главное, они не показали себя, как они выглядят, что. Обычно в данных случаях стараются стереть память, но мне ее оставили. Почему оставили? Значит, была некая причина. После данного случая я начал обильно изучать тему инопланетных цивилизаций. И самое главное, мои контакты продолжились путем медитативных практик, путем ченнелинга. Они даже приходили и порой приходят в моих снах. Так что наш мир не такой-то и простой, как может показаться. Позже мне довелось узнать о гипнотерапевте, проживающем за рубежом. Он проводил исследования. Своих клиентов он погружал в состояние транса и отправлял их или в прошлое, или в будущее. И на основе идентичных рассказов своих клиентов он сделал некую картину будущего. А в ней описывается то, что в мире практически не будет войн, люди будут жить более 100 лет. Сергей, я прошу, ты меня слышишь? Это мне не юморное видео для смеха. И в будущем наши потомки смогут путешествовать как в прошлое, так и в будущее. То есть будет изобретена машина времени. Также он пояснил, что люди будут работать не более 24 часов в неделю. Если я не ошибаюсь, как-то были статьи о том, что планировали сделать 3-дневный выходной день. То есть люди бы отдыхали бы пятницу, субботу и воскресенье. Дай Боже, в ближайшем будущем это ведут. И люди смогут больше времени уделять самосовершенствованию, духовному развитию, отдыху, развлечениям, практикам. Это было бы так классно. После данного гипнотерапевта я вспомнил о моих опытах, когда ко мне приходил потомок из будущего в мои сны. И он мне снился день за днем. То есть у меня был сон в первый день, я его видел, и на следующий день я его тоже видел. В первый день у меня был сон, он появился, был высоким, довольно худеньким, но от него шла энергия света, энергия гармонии, более возвышенные частоты. То есть можно сделать вывод, что в будущем человечество очень сильно
поднимется в высокодуховном нравственном аспекте. Мой потомок из будущего начал показывать некое круглое устройство. Оно левитировало на уровне его плеча, где-то вот в этом месте. И данный аппарат, он отвечал за разный перечень функциональных возможностей. От восстановления погоды до соединения связи. После этой картины он мне начал показывать темную сферу. Данная сфера реагировала на мои мысли. То есть мне стоило подумать о каком-то объекте, и черная сфера принимала вид моей мыслеформы. То есть думаете о яблоке, сфера становится яблоком. То есть это своего рода некий будущий пластилин, работающий, откликающийся на мыслеформы живых субъектов. Главный постулат – это ваше внимание нацелено на данную сферу, и вы проецируете мыслеформу. И далее ваша мыслеформа начинает вступать в некую связь с этой черной сферой. Но она бы не могла принимать вид неких живых объектов. То есть думайте о человеке, сфера бы не стала бы своего рода живым человеком. То есть, думаю, суть поняли. На данную тему я общался с одним одаренным мужчиной. Он заявил, что в далеком прошлом данные сферы уже были, но технологии были утрачены в связи с некими обстоятельствами. Так что наша история не совсем простая, как может показаться. А касаемо того НЛО, который завис на 14 этаже, напротив моего окна, как я позже узнал, это была светлая инопланетная цивилизация плеядианцев, созвездие Плеяд. А вы не задумывались, почему очень часто начали крутить по новостным каналам, по разным программам о том, что заметили некие инопланетные объекты, истребитель гнался за НЛО? Это видео, думаю, многие из вас уже посмотрели, как американский истребитель преследовал неопознанный летающий объект. То есть, возможно, идет некая подготовка человечества к будущему контакту уже на более официальном уровне. Ведь целых 3 генерала из разных стран мира заявляли о том, что у крупных держав имеются контакты с инопланетными цивилизациями. Это у нас генерал Савин, Россия, потом Хаим Эшет, Израиль, и бывший министр обороны Канады Пол Хеллер. И они во всеуслышание заявляли, что у России, Израиля и США имеются некие контакты с инопланетными цивилизациями. Ведь если бы они были бы жуликами, я думаю, они бы не выступали на телевидении, а генерал Савин даже показал свое удостоверение, то, что он генерал на пенсии, как я понимаю. Но бывают ли генералы в отставке? Может, да, а может, нет. Так что так вот, нужно изучать, и прежде чем делать выводы, обязательно исследовать данную тематику более глобально. А то некоторые люди услышали информацию, начинают ее высмеивать. Но вы вдумайтесь, только в огромнейшем космосе, в котором вероятность жизни в огромнейшей нашей Вселенной насчитывается как количество всех песчинок на планете. То есть, подумали об этом? Ну, у многих возникнут мысли, так почему же официально об этом не оповещают? А вот не все так просто. К сожалению, вот данную информацию на Ютубе я осветить не могу. Поэтому ищите. Кто ищет, тот находит. Кто стучит, тому откроют. Не открыли в первой, второй двери, откроют в 3-ю дверь. В вас же заложен такой колоссальный потенциал в каждом и каждой из вас. Какой смысл нам жить чисто для себя? Нужно жить и для себя, и для семьи, и для народа, и для страны, и для мира. Важно привносить в общество новые идеи.
помогать другим людям, вносить частичку своего вклада для эволюции планеты. Ведь если мы ничего не будем делать, то насколько быстро будет двигаться прогресс в социуме, в мире. От нас с вами, от каждого и каждой из вас зависит наше будущее. И будущее, оно изменчиво. Даже самые сильные экстрасенсы могут увидеть лишь ближайший вариант, который в той или иной степени может видоизмениться. Кстати, известный экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа заявил то, что в ближайшие 10 лет у нас будет встреча с внеземным разумом. То есть, если взять его ясновидческий прогноз и проанализировать аналитику, почему так часто начали крутить информацию об НЛО, почему 3 генерала заявили о контактах, то можно сделать некий вывод и задуматься о том, не готовит ли человечество к скорому контакту. Вдумайтесь, какие технологии были в детстве, когда вы были маленькие, а какие они сейчас. Уже создан искусственный интеллект, который может писать книги и может рисовать картины по вашему запросу. То есть вы написали, а искусственный интеллект по вашему описанию создает картину, практически не повторяющуюся с другими картинами, другими запросами. Вы вдумайтесь в это. То есть искусственный интеллект способен даже находить некие варианты вакцины, но он же может быть и опасен. Важно, в каких руках находятся данные технологии. А готово ли общество, готовы ли главы государств владеть такими технологиями, чтобы не сделать вреда своему народу и миру в целом? Вы думали об этом? Технологии могут нести как пользу, так и вред. Но первым делом человечеству нужно подняться и на этическом, духовном уровне, чтобы иметь право использовать данные технологии. Возьмем древний эпос Махабхарата. Ведь там описывались войны, древние войны, в которых уничтожались цивилизации. Вдумайтесь в это. Куда мы идем? А нужно идти к свету, нужно идти к любви и к счастью. Если вам понравился мой рассказ и вы желаете продолжения, то, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии, жмите подписаться и пишите, желаете ли вы новых моих реальных историй, которые происходили, происходят и будут происходить в будущем. На нашей планете рождено множество инопланетных душ, из иных миров. И немало контактов именно происходит с этими душами, чтобы они вещали остальным людям. И вы, многие из вас могут быть теми же самыми инопланетянами. То есть вы могли быть в прошлой жизни инопланетянами. Но только вы еще об этом не вспомнили, вы еще не пробудились. А если взять неофициальную историю, то все мы, все люди на планете Земля, по сути, пришельцы. Неофициальная история описывает то, что данную планету как бы заселили. То есть мы априори инопланетяне все. Ну все, всех люблю, обнимаю, до скорой встречи.